Сегодня я расскажу тебе, как женщина-корова придумала психотерапию, зачем выращивали прямоугольных быков и почему миф о Минотавре гораздо хуже, чем ты думаешь. Меня зовут Варя, и добро пожаловать на канал Дельфийский метод. Сейчас мы знаем о наших древних предках и об эволюции окружающих нас видов. Задумавшись, к примеру, о корове, ты сможешь загуглить, что ее вид живет с человеком уже около 10 тысяч лет. Раньше она бегала по восточным степям в виде тура. За много поколений эволюции до этого ты узнаешь о предках всех млекопитающих. Еще дальше про первую живую клетку и так далее. Мы это знаем благодаря достижениям науки. Но вот нашим предшественникам эти знания были недоступны. Но это не значит, что им не было интересно. С самого начала мифологии отношения между людьми и животными обладали глубокой связью. Многие примитивные божества воплощались через животных. Что уж говорить про крупный рогатый скот, который был одним из первых одомашненных видов. Во многих человеческих культурах коровы символизируют плодородие, щедрость, материнство, истоки жизни. Корова – это животное. Да, но еще это мощный символ, миф и метафора. К примеру, один из хронологически ранних греческих мифов – история Ио. Эта легенда известна по литературным источникам и вазовым изображениям аж с VI века до нашей эры. По всей видимости, первую литературную фиксацию миф получил в каталоге женщин Псевдогесиода. Поэма представляет из себя перечень женщин, от союзов которых с богами произошли основные греческие герои. История, значит, такая. Красавицу Ио, жрицу Геры и святилища на острове Аргос, Зевс склоняет к связи, спустившись к ней в виде облака. Видя необоснованную тучу посреди ясного дня, Гера подозревает мужа в очередной измене и решает проверить, что там вообще происходит. Но герой-любовник успевает превратить Ио в белоснежную корову и клянется разъяренной жене, что ничего такого он не делал и вообще ей показалось. Но Гера же не вчера родилась, так что она потребовала эту корову в подарок. После чего поручила всевидящему пастуху Аргусу день и ночь ее сторожить. Аргус был идеальным охранником, так как у него было много глаз, и пока часть из них спала, как минимум 2 всегда бодрствовали. Видя страдания девушки в образе молчаливой коровы, Зевс поручил Гермесу освободить ее. В ходе долгой беседы Гермесу удается усыпить и устранить охранника. Кстати, по одной из версий, Гера в благодарность за службу поместила его глаза на павлиний хвост. А еще разгневанная богиня создала чудовищного овода, который должен был день и ночь преследовать и жалить Ио. Монструозное насекомое гнало Ио из страны в страну. Она бежит из Греции на восток, переплывает море, которое будет названо в ее честь, Ионическим. Также она дает свое имя проливу Босфор. Но наиболее значительная часть странствий Ио происходит в горах Кавказа. Именно здесь она встречает прикованного Прометея, который предсказывает ей, что ее дитя станет родоначальником великих героев, и что только в Египте она избавится от своих мук. Достигнув берегов Нила, она вновь обретает человеческий облик. Рожает от Зевса сына Эпафа, который в будущем стал мифическим правителем Египта и основателем Мемфиса, а саму Ио возьмет в жены фараон. И знаете этот мем? Мифология Греции и мифология Греции, если бы либидо Зевса было чуть поскромнее. Так вот, в данном случае это особенно актуально, ведь через Ио от ее сына начинается родословная таких мифологических героев, как Персей, Геракл, Эдип, но это будет дальше. В подавляющем большинстве культур корова символизирует женское начало, плодородие и благосостояние, и пассивную выносливость. Коровы и быки постоянно присутствуют в мифологиях и древних религиях. Это и первобытная божественная корова Мехет-Верет или Мехурт, чье имя означает «великое наводнение», и которая, как считалось, вызвала разлив Нила, который оплодотворил египетские земли. Мехурт была первичной богиней неба, а так как по представлению египтян небо — продолжение океана, на теле этой коровы изображены линии, символизирующие воду. Образ небесной коровы преобразовался в богиню неба Нут, которая каждый день рождает солнце, а также в Хатхор, мать бога Ра. Хатхор изображают как женщину с рогами, между которыми лежит солнечный диск, коровьими ушами, ну или просто как женщину с коровьей головой. Ее музыкальный инструмент — систрум, который она использовала, чтобы вдохновлять людей и богов. Она покровительствовала радости, любви, женщинам и их здоровью. Хатхор была чрезвычайно популярной и влиятельной богиней. В загробной жизни египтянки стремились отождествить себя с ней. А еще однажды она чуть не уничтожила человечество, но ее задобрили при помощи пива. Да, у этой дамы есть вкус. Подробнее эту историю я рассказала в своем телеграме, заглядывая туда за дополнительными материалами по теме. Важной частью посвящения в культ Хатхор было что-то вроде современной практики благодарности, набравшей большую популярность в просветленных кругах.
особенно в Инстаграме. Ритуал был известен как «Пять даров Хатхор». Он плохо засвидетельствован, но, по-видимому, относился к периоду Нового Царства. Когда условный бедный крестьянин присоединялся к поклонению Хатхор, жрец или жрица брали его за левое предплечье и говорили: «Назови 5 вещей, которых тебе больше всего не хватало бы, если бы ты умер прямо сейчас». Человек должен был назвать первое, что пришло ему в голову. Это 5 даров Хатхор. Человек смотрел на свои 5 пальцев. Каждый день у тебя есть, по крайней мере, эти 5 вещей, за которые ты можешь быть благодарен. А если ты потеряешь одну, всегда придет другая. Это помогало пережить тяжелые времена. А как известно, в древности все времена были тяжелые. Считалось, что этот ритуал удержит человека от начального греха – неблагодарности, за которым последуют и все остальные. А также восхваление богини Хатхор дарило чувство внутреннего равновесия, которое было важно в египетской религии. В своей земной форме молочной коровы Хатхор была известна как Хисат, кормилица богов. Молоко было известно как пиво Хисат, и Млечный Путь, видимый в ночном небе, также стал ассоциироваться с ней, поскольку считался небесной рекой Нил. Ученый египтолог Маргарет Бансон комментирует роль богини. Она служила фараону и его двору в качестве кормилицы и тем самым кормила весь народ Египта. Поскольку процветание земли было тесно связано со здоровьем, благополучием и стабильностью правителя. Со временем культ Хатхор сменился на культ другой богини-матери Исиды, жены Осириса и матери каждого фараона. На ее изображениях вы также можете увидеть венец в виде рогов и солнца. Со временем Исида стала настолько влиятельной, что весь остальной пантеон считался лишь ее аспектами. Ее почитание было настоящей мистической религией, обещавшей раскрытие тайн и даже вечную жизнь. Но вернемся к нашей многострадальной Ио. Мы выяснили, что она прибыла в Египет, где стала женой фараона, а ее сын Эпаф начал род греческих героев. Следовательно, Ио стала одной из матерей-основательниц греческой мифологии. Греки и римляне часто восхищались египетской цивилизацией, в чем я их прекрасно понимаю. История Ио и ее потомков позволила предположить, что корни греческой цивилизации могут расти из Египта. Что-то от восприятия Ио как связующего звена между Востоком и Западом можно увидеть в храме Исиды в Помпеях, где фрески изображают прибытие и искупление Ио в Египте. Так, стоп. А откуда взялось почитание древнеегипетской богини в Риме? Это же совсем разные эпохи. Римлян с древними египтянами отделяло столько же веков, сколько и нас с римлянами. На самом деле, поклонение Исиде было самым упорным из языческих верований, соперничавшим даже с христианством, и продолжалось дольше, чем любое другое. К тому же образ богини-матери крайне мультикультурен и укладывается в начале практически любой религии. Так что да. Тут случается кроссовер века, а именно римский культ древней богини Исиды. Во время эллинистического периода, когда началось сближение египетской и греческой мифологических систем, тогдашний царь Египта Птолемей I имел собственное видение путей объединения своих египетских и греческих подданных. Так было создано божество Химера Серапис, который был смесью Осириса и Зевса, а заодно и человеческой формой другого божественного парнокопытного быка Аписа. Апис был, наверное, самым почитаемым божеством египтян. Если мода на антропоморфных богов менялась в разные эпохи истории Египта, там были и Осирис, Исида, Амон, Ра, то поклонение Апису никогда не прекращалось. Он был символом демиурга. Многие египтологи считают, что Апис может быть первым богом Египта, или, по крайней мере, одним из первых животных, связанных с божественностью. Логично, что если есть небесный бык, то должна быть и небесная корова. Так что он также изображался как сын архаичной Хатхор. Да, той самой Хатхор, которая преобразовалась позже в Исиду. А теперь внимание! Где-то с 3 века до нашей эры греки начали трактовать миф о скитаниях Ио как историю богини Исиды, а ее сына Эпафа отождествляли с тем самым богом Аписом. Чувствуете, да? Круг замкнулся. Согласно легенде, Эпаф женился на дочери морского бога Нила Мемфис и основал город Мемфис, а еще у них родилась дочь Ливия, которая в будущем стала любовницей Посейдона и была прародительницей дома Персея, бога Диониса, кучи древних царей Геракла, Тантала, Эдипа, Агамемнона и Менелая. Да, того самого, у которого похитили жену и из-за чего началась Троянская война. Сразу говорю, генеалогическое древо этого семейства выглядит просто чудовищно. Особенно учитывая то, что Зевс время от времени делал божественных детей своим потомкам.
Считается ли вообще инцестом связь со своим прапрапрапрадедом? А если этот прапрадед бог? Так вот, какой город у нас основал сын Ио? Мемфис. А в ранний династический период в Мемфисе, тогда бывшем столице Египта, проводился ритуал оплодотворения земли, известный как бег Аписа. Жрецы выбирали подходящего быка. Он должен был быть черным, с белым треугольным пятном на лбу, белым полумесяцем на спине, разделением волос на конце хвоста и с шишкой под языком в форме скоробея. Но вообще было достаточно нескольких или даже одного признака. После быка привозили в Мемфис вместе с матерью коровой. Их окружали всяческими почестями. Со всей египетской земли люди приезжали поклониться воплощению Бога. У этого быка даже был собственный гарем коров. Священного быка использовали как оракула. Он присутствовал на царских коронациях и жил в собственном храме. А по прошествии 25 лет быка торжественно убивали. Тушу отвозили в особую часть храма для бальзамирования, которая проводилась с почестями не меньшими, чем для правителя. А жрецы отправлялись искать нового теленка. Мумию предыдущего бога доставляли в некрополь в Саккаре, в подземную сеть камер Серапиум. Быков хранили в огромных гранитных саркофагах, некоторые из которых были украшены орнаментом. В представлении древних египтян смерть быка была не концом его жизни, а моментом перехода из одного состояния в другое, а церемония считалась не забоем, а превращением. Птолемей I решил объединить мультикультурное сообщество Египта, объединив Аписа с Зевсом, и создал нового бога – Сераписа. Богиню Исиду логично отдают ему в жены, особо выделяя ее роль матери и невесты. Она выступает сатериологической ролью, сопровождая обряды инициации. Связь Исиды с Сераписом в политическом и культурном плане помогла повысить авторитет нового бога. Культ Сераписа распространился из Египта в Грецию, а после стал одним из самых популярных во всей дохристианской Римской империи. Свидетельства поклонения этим божествам были найдены в Лондоне, Йорке и по всей Северной Африке до современной Ливии, а также и в Малой Азии. Культ оставался мощной религиозной силой, пока император Феодосий I не запретил его в своих указах IV века нашей эры, а Серапиум вскоре был разрушен христианами, что фактически положило конец поклонению богу быку. В Помпеи Исида прибыла около 100 года до нашей эры. И на стенах посвященного ей храма мы видим сцену прибытия нашей старой знакомой Ио в Египет и встречу двух будущих мифических матрон. Они обе стали символами целого поликультурного периода. На фреске египетская богиня Исида протягивает руку, чтобы коснуться Ио, которая все еще носит свои рога. Офф-топ. Существует распространенная теория, что почитание Исиды и ее сына Гора оказало влияние на раннехристианские верования, а именно на восприятие изображения Девы Марии. Да, звучит странно, понимаю. Культура и мифология многослойны, прямо как археологические раскопки. Цивилизации оставляют свой след в потомках. Типажи и личности богов из политеистических культур, которые мы все с детства помним по книгам типа «Мифы Древней Греции для детей» и вот этой легендарной книги, получились далеко не с первого раза. Легенды рассказываются и объясняются веками. Читая мифы, мы можем услышать голоса тысяч поколений людей разного культурного происхождения. Опять же, образ богини-матери и матери богов многокультурен и ложится в основу практически любой простой религии, потому что по-другому люди рождаться пока что не научились. Это и Анаит из Армении, и Аллат из доисламского мира, кельтская Дану, даже Венера из палеолита. Они все олицетворяют женщину-мать. Так что типаж хорошо определен и понятен, и может перейти в более сложные конструкции из монотеистических религий. Да, для обычного восприятия может звучать странно, но Дева Мария в современном виде собрала в себе функции и культурный багаж матерей богов из огромного количества культур. И как минимум могла появиться ситуация, в которой художники, зарабатывающие на жизнь изображениями Исиды с маленьким Гором, переключились на Марию с Иисусом. Они просто делали то, что уже умели. И знаете, если одна корова смогла объединить две очень разные культуры, то мы с вами можем вообще все, что угодно. Первый бык, который должен приходить в голову всем любителям мифологии, это, конечно же, Минотавр. И я сейчас не буду вам пересказывать всем известный миф про лабиринт. Я хочу задать вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, откуда вообще этот полубык получился? И почему он сидел в лабиринте? Так вот, история на современный взгляд попахивает чем-то очень незаконным. Однажды критский царь Минос помолился Посейдону, чтобы тот проявил к нему особую благосклонность и вывел для него из морских глубин быка.
И типа как только этот бык окажется на суше, Минос принесет щедрые жертвы. Бык появляется, вот только царь решил пожадничать и великолепного быка оставил себе. Возмещенный таким неуважением Посейдон наказывает царя за высокомерие, вселяя в жену Миноса Пасифаю внимание, страсть к вышедшему из моря быку. Царица долго мучается от божественного наваждения, но в итоге обращается за помощью к мастеру Дедалу. Он сделал для Пасифаи макет деревянной коровы, поместил царицу внутрь и отвез ее на луг, где пасся тот самый бык. А что было дальше, даже думать об этом не хочу. От этого союза рождается чудовищный Минотавр, хотя от рождения его мать назвала Астерион. С возрастом чудовище стало проявлять жестокость, а на обед предпочитало не травку на лугу, а человеков. Так что мастеру Дедалу пришлось построить лабиринт, где Минотавр долгие годы закусывал греческими подростками, пока с ним не разобрался Тесей. Жуть, да? История получеловека-полубыка могла происходить от кнотских прыгунов на быках, изображения которых в больших количествах находят на Крите. В процессе трюка акробат становится с быком одним целым. Кстати, хотя некоторые ученые могут сомневаться в реалистичности прыжков через быка, говорят, что физически это невозможно, тем не менее на юге Франции до сих пор практикуется вид спорта, который называется course hollandaise. Это как коррида, но животное не режут и не убивают. Упор делается на атлетизм. Выступающие совершают трюки, которые, очень похожи на минойские изображения. Если вам нравится магическое фэнтези, почитайте Библию, особенно Ветхий Завет. Там вас ждет множество увлекательных и совершенно шокирующих жестоких историй. Знаменитый идол из Ветхого Завета, сделанный Аароном, старшим братом Моисея, пока Моисей получал заповеди на горе Синай. На иврите это событие называется грех теленка. Возможно, это отсылка на тот самый культ бога Аписа, так как евреи вот совсем недавно вышли из Египта, да и Моисей на горе как-то подзадержался. Вот и решили поклоняться золотому теленку. История на самом деле абсолютно жуткая, потому что спустившись с горы Моисей крайне разозлился, уничтожил тельца, а потом повелел устроить резню, в которой погибло почти 3000 человек. Божий человек, сразу видно. Ну и на финал я вам оставила историю, произошедшую совсем недавно, в 19 веке. В 1802 году в Лондон привезли огромного быка. Он весил почти 1,5 тонны. Для того, чтобы он доехал из Англии до Шотландии, для него сконструировали отдельный вагон. Этот бык стал настоящей британской звездой. Изображения прямоугольного быка продавались тысячами. Но он был большим, чем просто огромной бычарой. Изображения прямоугольных коров, массивных свиней и тучных овец ценились как доказательство успеха и богатства их владельцев. Чувствуете эти культурные отголоски от бычьих символов плодородия? Особенно крупные экземпляры, как даремский бык, стали настоящими звездами. Для сельскохозяйственных животных даже были придуманы идеальные параметры. Для свиней эталоном была форма мяча для американского футбола. Для коровы прямоугольник, а овцы имели тенденцию к форме дыни-торпеда. Так что прямо сейчас, как настоящий английский аристократ из 19 века, можете запостить в Инстаграм фотку своего пухлого кота. Пусть все знают о вашем достатке. В общем, мифических коров и тельцов можно найти во всех частях мира. Перечислять можно часами и буквально заводить отдельный блог про коров. К чему это я? Простые вещи и явления, которые нас окружают, на самом деле имеют сложную историю. У всего, что вы знаете, можно найти отголоски в веках. И включая настольную лампу, мы используем саму идею настольной лампы, всех предков этой лампы, от первобытного костра до лучины монаха в средневековом монастыре. Изучая историю даже повседневных вещей, вы можете лучше понять самого себя. Это и есть дельфийский метод. Оставайтесь со мной, если хотите знать больше. Можете прямо сейчас подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк и написать комментарий, который с удовольствием прочитаю. До встречи у подножия Парнаса.